Всем привет! С вами проект о русском языке с региональным акцентом «Великий и могучий». Меня зовут Ольга, и сегодня мы продолжим говорить о самостоятельных частях речи. Сегодняшний урок про имя прилагательное. Это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета или принадлежность предмета и отвечает на вопросы «какой?», «чей?». Обычно прилагательное определяет существительное. Снег какой? Белый. Машина чья? Папина. По значению и форме различают следующие разряды прилагательных. Качественные – белый снег, сырое полотенце. Относительные – пластмассовая игрушка, пятилитровая бутылка. Притяжательные – Анина комната, собачий хвост. Качественные прилагательные имеют полную и краткую форму, а также степени сравнения. Веселый – дядя весел, тетя весела, дитя весело, разговоры веселы. Веселый – веселее, более веселый, самый веселый, веселее всех. В краткой форме прилагательные не склоняются, а изменяются только по родам и числам. В полной форме прилагательные изменяются по родам, числам и падежам. Давайте поищем и проанализируем прилагательные по тем признакам, о которых мы только что говорили. Наш земляк, писатель Александр Рылов, признается в любви Вятскому лесу в своей книге «Записки натуралиста». Лес – главное диво природы. Сколько бы ни стремились художники, писатели и поэты вложить своего дарованного таланта в изображение и описание леса, до конца раскрыть это диковинное явление еще никому не удавалось. В любое время года и суток лес настолько хорош, что человеческий глаз, слух, обоняние и сердце не насытятся им в полную меру. Поставьте это видео на паузу, найдите все прилагательные и определите их характеристики. Затем мы вместе проверим то, что получилось. Главное. Какое диво? Главное. Признак предмета – качественное прилагательное, полная форма. Диковинное. Явление какое? Диковинное. Признак предмета – качественное прилагательное в полной форме. Любое. Какое время? Любое. Признак предмета – качественное прилагательное, полная форма. Хорош. Лес каков? Хорош. Признак предмета – качественное прилагательное, краткая форма. Человеческий глаз. Чей глаз? Человеческий. Принадлежность, притяжательное прилагательное, полная форма. Полная – какая мера? Полная. Признак предмета – качественное прилагательное, полная форма. Здесь есть еще одно слово, которое отвечает на вопрос «какой?», но при этом прилагательным не является. Дарованный талант. Дарованный – это причастие. Эта часть речи также отвечает на вопрос «какой?», «какая?», «какое?», «какие?». Но в отличие от прилагательного, причастие обозначает не просто признак, а признак предмета по действию. Дарованный талант – это тот талант, который даровали. Суффикс причастия – 2«н». Поэт Анатолий Гребнев, родившийся в Кировской области, признается в любви вятской земле в стихотворной форме. Колокольчика вятского эха. Помню детство, луга на полсвета, золотого июня зенит, сплю я в сене, и чудится где-то голубой колокольчик звенит. Сон трава колоколилась пышно, или в полях голубеющий лен, или ангелы пели чуть слышно из-за облачных белых пелен. Помню юность с курчавою прядкой, на прощальный ступает перрон, и вдогонку доносится святки сиротливый, немолкнущий звон.
В нем расслышать душа была рада, что отрадней всего было ей не бубенчики дальнего стада, колокольчик калитки твоей. Где б я ни был, куда б ни уехал, но призывно и нежно звеня колокольчика вятского эхо настигало повсюду меня. Голос Родины с мягким укором, колокольчик, волнующий кровь. Я вернусь, я нагряну, и скоро, и любовью воздам за любовь. Предлагаем вам снова поставить видео на паузу и поискать и проанализировать прилагательные уже в стихотворной форме. А теперь давайте проверим. Золотой. Какой июнь? Золотой. Признак предмета качественное прилагательное, так как используется в стихотворении в переносном значении. Полная форма – голубой. Какой колокольчик? Голубой. Признак предмета качественное прилагательное, полная форма. Облачная. Какая пелена? Облачная. Признак предмета качественное прилагательное, полная форма. Белая. Какая пелена? Белая. Признак предмета качественное прилагательное, полная форма. Курчавая. Прядка какая? Курчавая. Признак предмета качественное прилагательное, полная форма. Прощальный. Перрон какой? Прощальный. Признак предмета качественное прилагательное, полная форма. Сиротливый. Какой звон? Сиротливый. Признак предмета качественное прилагательное, полная форма. Дальнее. Какое стадо? Дальнее. Признак предмета качественное прилагательное, полная форма. Вятское. Чье эхо? Вятское. Принадлежность. Притяжательное прилагательное, полная форма. Мягкий. Какой укор? Мягкий. Признак предмета качественное прилагательное, полная форма. Помимо прилагательных, в этом тексте также есть причастие. Как мы уже поняли, эта часть речи обозначает признак предмета по действию. Так, например, голубеющий лен – это лен, который постепенно становится голубым. Также на то, что это причастие, указывает суффикс «ющ». Такая же ситуация со словом «волнующий» в словосочетании «волнующий колокольчик». Там также суффикс «ющ». В словосочетании «немолкнущий звон» «немолкнущий» также причастие, то есть звон, который не замолкает. Суффикс «ущ». А теперь домашнее задание. Расскажите, а какое оно место, где живете вы? Используйте прилагательные – качественные, относительные, притяжательные. Публикуйте свои работы в любом формате в виде текста, видео или аудио с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта «Великий и могучий». До встречи на следующем уроке!